Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 9 по 15 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но мы используем, кстати, метафорические карты. Колода 78 дверей. И вот на то изображение, если включить интуицию и попробовать переложить вашу ситуацию, я думаю, что-то вы прочувствуете, словно через инсайт, подсказки внутренние собственного шестого чувства. И видео будет чем-то вам полезным. Или мы проведем с вами приятное время, и я на это тоже искренне надеюсь. Итак, мои дорогие, давайте узнаем. Первая карта. Что важно знать? Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время, по мнению карт? Или что нам может помешать? И что нам будет помогать? Что в нашу пользу? Что скрыто? Достанем. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес будет первая карта. Какова энергетика денежная на неделю? Давайте узнаем. И что в любви? Карту совет в заключении достанем. Подведем итог. Итак, что важно знать? Может быть, важное событие какое-то. Вот интересная карта в этой колоде, я сказала, образы карт, да? Нам показан слепой, который идет мимо двери. И в этой колоде карт дверь, открыта она или закрыта, или какой ключ нам нужно подобрать, чтобы ее открыть, имеет принципиально главное значение. Так вот, с одной стороны, дверь у нас есть, дверь закрыта, и есть человек, который проходит мимо. Как будто создается впечатление, что он дверь словно не видит. И именно потому, что не имеет как будто какой-то возможности. Можно, с одной стороны, трактовать, что мы не видим как будто возможностей. Но есть и второе значение именно в этой колоде карт. Вот здесь внимание, мои дорогие. И все то, что визуально нам демонстрируют, оно есть на самом деле. И вот подобная ситуация может касаться вас, или какого-то человека, который будет так себя вести во взаимоотношениях с вами. Вот я о чем? Если вглядеться повнимательнее, то слепой на слепого, в общем-то, не похож. Нам нарисован человек, мужчина, который хорошо сложен, хорошо развит речевой пояс. То есть видно, что положение тела человека, который слепой, оно не будет где-то вот с такой ровной спиной. Он не будет вот такой уверенный. Ведь нам, посмотрите, если мы уберем просто-напросто эту трость и оставим самого человека в темных очках, он не похож на того, который словно пробирается на ощупь или не видит чего-то. Так вот, может быть, нам демонстрируют, что что-то не замечают или не хотят замечать. Может быть, нам демонстрируют, что или выгодно демонстрировать, что чего-то не видят или в чем-то не разобрались, не поняли. Но и мы тоже можем как будто демонстрировать, как будто это будет нужно. Может быть, рядом с этой дверью есть окно, где за человеком наблюдают, и он специально одевает на себя такую маску, чтобы, где-то не привлекать внимание, или у него был всегда какой-то маневр сказать, так ведь я же не видел. Вот подумайте, какая-то такая ситуация интересная может быть в вашей жизни. Чего не избежать? Знаете, вот такая красноречивая карта, правда? Не избежать какого-то ожидания, но оно не должно у нас затягиваться. О чем идет речь? Что, может быть, есть какая-то ситуация, вот как по четверке мечей. Посмотрите, четверка мечей, пятерка мечей. Как будто причина и следствие. Так вот, сколько ни ставь на паузу какой-то вопрос, мы должны решить. Мы теряем время, вот это точно. С одной стороны, да, может быть, пауза вынужденная, но с другой-то стороны, правда, время-то тоже идет. И мы не должны какую-то ситуацию искусственно, может быть, затянуть до того момента, когда, вот как нам показано, девушка, может быть, она молодой была, когда она села ожидать, когда же перед ней двери откроют. А за это время и дверь плющом заросла, и сама она состарилась, и все сидит, чего-то ждет. Вот какой-то безысходности или бесконечного ожидания как будто быть не должно, или, может быть, пора ставить какие-то точки, акценты. И если какая-то ваша ситуация затянулась сверх
всякой нормы, или разобраться как минимум, что это, вот эта задержка, чем вызвана, или обстоятельствами непреодолимой силы, или все-таки от нашего решения что-то зависит. Карта нам хочет сказать, сколько ты не ожидай просто так, что ситуация сама по себе решится. Мы ничего не дождемся. Поэтому как будто нужно принимать решение. Вы можете стоять перед выбором или выводом каким-то, может быть, нужно сделать. И сколько себе как будто глаза не замыливай эмоциями, или не надевайте очки, да, любые темные, светлые, розовые. Нужно увидеть, что есть по факту. Чему сейчас не время? Ну вот в такт всему остальному не время умеренности, не время, может быть, выстраивать какую-то гармонию. Сама по себе гармония– это баланс. А здесь нам говорят, вывод надо какой-то, выбор делать. Или любой вывод, или выбор нам уже как бы предполагает, что мы от чего-то откажемся в пользу чего-то другого. Поэтому сама по себе дуальность, наверное, ну не на этой неделе. Может быть, карта дополняет и говорит, хватит ожидать чего-то. Ты теряешь время, правда? А что нам будет помогать? Мне очень интересно, что же за ситуация такая может быть. И тоже непростая карта. Вот посмотрите, мечи. То есть это ведь все ваши мысли. Мне кто-то писал, что мечи это все плохо. Нет, это мечи неплохо. А что делать людям, которые рождены под знаком зодиака, стихии воздуха, у них одни мечи. Но это мысль, это интеллект имеется в виду. Это наши решения какие-то в первую очередь. И вот по части решения как раз, смотрите, нам развивают как будто, продолжают ситуацию. Мы должны сделать однозначный выбор в той обстановке или по той теме, по которой сделать вывод сложно какой-то. И нам на этой карте двойка мечей нарисована монахиня, которая открыла дверь на звук плачущего ребенка. И что она видит? Среди холода и луж лежит замерзший младенец, и она в стопоре в каком-то остановилась и растерялась. Она не знает, что с этим делать. Нам не показывают, не рассказывает карта о жизни, понятно, этой женщины. Но чтобы пойти или стать монахиней, для этого нужны какие-то веские причины. Или потому что личная жизнь не сложилась. Может быть, была какая-то грустная история. Может быть, она всю жизнь хотела детей. Но по какой-то причине не складывалась ее эта жизнь. И вот теперь, когда ее жизнь уже обрела какие-то четкие очертания, когда она уже знает последовательность, что зачем, ей вдруг вот та какая-то давняя мечта, словно высшие силы дают ее. И что делать с этим дальше? Вот такой сложный выбор, может быть, принятие решений, однозначно непростой, может быть, и перед вами. Либо она занесет этого малыша, но мы понимаем, что, скорее всего, занесет. Но что дальше? Либо она отдаст над воспитание, либо она как-то свою жизнь будет готова перестроить. Даже если она прежде ничего подобного делать не собиралась. Но вот жизнь нам как будто, пространство, время, судьба может вот такой как будто сюрприз или такую головоломку устроить. Но нам как будто помогает, когда мы все-таки сами сделаем этот сложный выбор. Что скрыто? У нас показан харизматичный лидер, и на заднем плане Стоунхендж. Король жезлов – это энергетика. Может быть, у кого-то конкретная ситуация связана с человеком. И нам не говорят, это личная жизнь или это ситуация на работе. Нам придется принимать решение. С другой стороны, мы можем столкнуться с человеком, достаточно волевым, и тот, который стремится, все-таки это лидер, да, харизматичный, который стремится как-то управлять или сделать таким образом, чтобы ситуация развивалась именно так, как ему нужно, или оказывать на вас воздействие, чтобы вы поступили задуманным, загаданным каким-то образом, который больше устроит его. Все же харизматичный лидер, он думает в первую очередь о себе, но использует для этого разные методы. Вот по этой карте это действительно так. Также эта карта может еще и указывать, что вы встретите или встретили человека, который меняет ваши взгляды на мир.
меняет вот просто на 180 градусов. Или пришло какое-то событие, может быть, от конкретного человека, извините, известие, ну хотя, может быть, это известие как событие. И тоже меняются наши планы или меняются наши взгляды вообще на жизнь. Может быть, мы представляли себе что-то в одном ключе, а здесь как будто мы можем вообще что-то передумать. По этой карте иногда проходит, что мы можем эмигрировать, поменять место жительства. Может быть такое, что мы как будто бежим куда-то. Или нас вынуждают, мы, может быть, в той ситуации, когда нам необходимо либо куда-то отлучиться или отправиться. Хотя по этой карте, если мы рассматриваем прямые положения, но все же может быть такое значение, как спор или помеха. Вот, наверное, у каждого по-своему. Просто переложите на себя. Тут есть либо персона какая-то, либо вот те события, которые меняют наши взгляды. Дела, работа, бизнес. Все карты говорят об одном и том же, правда, мои дорогие? Вот даже можно не знать Таро, 78 дверей очень наглядно, это 13-й старший аркан, и нам говорят, что все закончилось. Не притягивай что-то, что было в прошлом. Может быть, какой-то порядок, какой-то уклад. У кого-то это могла быть история любви. Или у кого-то смена работы, да. Ну, может быть, обстоятельства изменились, и мы не можем туда вернуться. Есть то, что в вашей жизни нужно отпустить. И нам карта говорит, прими все то, что уже случилось. И чем быстрее ты выйдешь вот в эти врата, которые нам нарисованы. Ведь нет помех. Опять же, мы обращаемся к тому, что в этой колоде самое главное двери. Закрыты они или открыты. Так тут дверей-то вот даже нет на кладбище. Открыты врата. Нам осталось лишь встать и уйти. И посмотрите, насколько серовато-мрачная карта. Как будто мы сами себя вгоняем в какой-то мрак. Если пытаемся сожалеть, потому что ушло, или сожалеть, может быть, по тому человеку, который ушел из нашей жизни. Вот есть что-то, как данность, мы не можем это изменить. Но и сами мы себя, вот в такую пятерку мечей, когда двери плющом заросли, а мы состарились, увы, мы тоже не можем до бесконечности это ожидание продлевать. Мы как будто ждем того, что не произойдет. Или мы ждем того, кто не придет. Я понимаю, тут есть определенные философские моменты, но карта нам, вот именно если мы про изображение, она хочет нам сказать, что из всех красок жизни на этой карте как будто остались вот эти нарисованные на погосте цветы. И больше ничего. У человека песочные часы в руках. Время идет. Какая-то подобная ситуация выбора. Может быть, по делам, может быть, по работе, может, по бизнесу, может быть, с переездом, иммиграция, релокация офиса или что-то по работе. Ну, все сферы жизни могут проиграться. Нам осталось лишь как будто принять важное решение и выйти из какого-то запутанного положения или из того состояния, которое нас словно из прошлого держит. Финансы. Десятка жезлов. Очень интересно изображена карта, посмотрите. Если в основном 10 по нумерологии, это как какой-то итог, который мы получаем. И в этой колоде мы можем получить совсем не тот итог, который думали. Мы не должны себя, с одной стороны, обесточить в том плане, что не браться за всю работу или не пытаться успеть, может быть, в нескольких направлениях. Вот на этой неделе нужно разобраться словно с одним, с чем-то. И ведь здесь у нас показан человек, посмотрите, в костюме шута. И он, по идее, он ведь находится за дверями. Но нам показывают, дверь закрыта, правда? Но эта дверь открывается в другую сторону. И он явно кричит, пытается привлечь к себе внимание. Его как будто должны увидеть, но никому нет до него дела. Разве что девочки, как ребенок, да, видит как ребенок. Вот говорят, с чистотой помыслов. Есть какая-то реальность, которая, ну, вот как вот эта девочка просто видит человека кричащего, тоже в шутовском костюме, который не в ту сторону толкает дверь и не может ее поэтому открыть. И она стоит, наблюдает, чем же дело кончится. Вот какая-то по деньгам может быть такая ситуация, мои дорогие, когда к нам тоже никто не придет на помощь. Вот как будто так.
Мы сами как будто эту дверь должны открыть в другую сторону. Что-то и по деньгам как будто вам нужно решить. И здесь нужно быть очень внимательным, потому что, знаете, ведь все-таки десятка мы говорим, а человек у нас как будто в шутовском костюме. Скорее всего, либо он мог демонстрировать что-то, что он совсем справляется, например, да, ну, или какие-то фокусы он мог показывать, ведь тоже такое вполне может быть. Ну вот наступило время, когда антракт или представление закончилось. И ему нужно просто выйти из какой-то ситуации, из какого-то конкретного помещения и сделать это ровно так, чтобы он получил что-то, то, что он хочет, добился. Тут выход самый простой. Просто дверь в другую сторону открывается. И вот все эти карты где-то нам об этом говорят. Сложный какой-то у вас расклад, мои дорогие. И рыцарь кубков нам на личную жизнь выпадает. В этой колоде карты это рыцарь кубков всегда, во-первых, это какое-то предложение, это какой-то, может быть, знаете как, может быть признание в любви или какая-то радостная весть, которая нас вдохновит и придаст эмоциональных сил. Но в этой колоде карт, опять же, как будто мы можем вот идти в ту сторону и думать, что за этим водопадом что-то удивительное находится. Нам не говорят. То есть, как будто от вас какие-то действия требуются без просчета, чем это все закончится. Если это касается личной жизни, например, или взаимоотношений с людьми. Нам как будто вот этот холодный душ совершенно необходим для того, чтобы увидеть какую-то реальность. Словно, знаете, это как какое-то препятствие мы должны преодолеть, чтобы понять, что же дальше. Нам не говорят, что будет дальше, как ни странно. Видимо, на этом этапе вот где-то сделать правильный выбор и шагнуть под этот водопад. Вот, по крайней мере, где-то в разрезе недели. Давайте совет от карт. Карта вообще, король кубков, это где-то ваша энергетика. Но карта говорит о чем? О том, что мы можем себе в одном каком-то свете видеть проблему или наши отношения. Мы можем что-то представлять, вдохновляться или принимать желаемое за действительное. И самый кульминационный момент в этой карте тоже ожидание. Нам показан русал, который поднимает кубок, где-то он вспоминает о былых свиданиях, о каких-то приятных эмоциях, и он ждет, как будто на берегу, может быть, русалочку свою, или ту, которая его так вдохновляет, или ту, которую он любит. И мы можем прождать бесконечно, глядя вот на этот кубок, а ведь ничего не меняется. И вот эта темнота, которая вокруг, мы как будто ее не замечаем, потому что мы где-то в своих мыслях. Поэтому тут как будто время пришло действовать или делать выбор. Ожидание, как будто мы можем и затянуть это ожидание, но это нам как будто ничем не поможет. Вот переложите, наверное, вот по королю жезлов, то, что я перечислила, какие это могут быть позиции, с чем связано. Либо с конкретным человеком, либо поездка, либо перемены, может быть, по работе, либо когда вам срочно куда-то придется отправиться, поехать, прояснить какой-то вопрос, точки расставить над «и». Может быть, это будет та отлучка, которая, ну вот я просто как бегством, да, выхожу быстро из какой-то ситуации, потому что обстоятельства так сложились. И так, для кого-то тоже может проиграться. Но ни споры, как будто ни помехи нам тут не показаны, правда? Это какое-то ваше очень важное решение. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.